Здравствуйте, с вами программа «Худсовет» и я, Маргарита Масленникова. Сегодня мы находимся в нашей выездной студии в Сочи, где проходят Всемирные хоровые игры. И у нас в гостях президент хорового фестиваля Гюнтер Тич. Всемирные хоровые игры – это крупнейший хоровой праздник, который проводится раз в 2 года. Игры проходили в США, Китае, Корее, Австрии, Латвии. 9-е по счету хоровые игры принял в Сочи. Выбор этого города в качестве места проведения конкурса не случайен. Так, организаторы хотели подчеркнуть серьезный олимпийский уровень соперничества певческих коллективов. В гала-концертах и конкурсных выступлениях участвуют 283 хоровых коллектива из 36 стран. 119 из них российские. Господин Тич, Всемирные хоровые игры – это своего рода олимпиада хорового пения. Она свела вместе тысячи участников из более чем 100 стран мира. Откуда такая любовь к этому виду искусства? Вы сами поете или когда-то, может быть, руководили хором? У нас в Германии очень давние хоровые традиции. В общей сложности в стране 64 тысячи хоров. И я вырос в городе Польхайме. Там почти каждый житель либо поет в хоре, либо играет в оркестре, либо занят в каком-то другом музыкальном виде искусства. Поэтому я с ранних лет был окружен хоровым пением. И давно мечтал создать соревнования, где смогут состязаться хоры из разных стран, вне зависимости от расы, состава и уровня подготовленности. В хоровой олимпиаде, в отличие от спортивной олимпиады, принимают участие не профессионалы, а любительские хоры. С чем это связано? Здесь я опять же опирался на опыт моей страны. Там очень много таких коллективов, для которых пение в хоре – это любимое хобби. Участники хора встречаются раз в неделю, репетируют и потом дают концерты. Есть много студенческих хоров при музыкальных школах. Вот для таких певцов мы и создали Всемирные хоровые игры. Мы не берем в счет профессионалов. Наши игры для того, чтобы помочь всем любителям хорового искусства раскрыть свой потенциал. А в принципе на конкурсе участники соревнуются в 2 категориях. Первое – это открытое соревнование. Здесь принимают участие коллективы вне зависимости от их статуса. Вторая категория – это конкурс чемпионов для более опытных хоров. По какому принципу проводился отбор участников в открытый конкурс? На что вы обращали внимание в первую очередь? Главная задача для участников – рассказать в своем выступлении о культуре той страны, которую они представляют. Например, у нас есть участники из Африки, чье пение никак нельзя назвать хоровым. Для нас это звучит странно, они просто произносят какие-то звуки, но это их культура, и поэтому мы взяли этот африканский коллектив на Всемирные хоровые игры. В фестивале принимают участие как камерные коллективы, так и те, в составе которых около 100 человек. Как жюри будет оценивать таких абсолютно разных конкурсантов? Бытует такое мнение, что качество хора зависит от количества участников. Но я так не считаю. Порой маленькая группа может петь в сотни раз лучше большого коллектива. Или наоборот. На открытии Всемирных хоровых игр пел сводный хор из более чем 1000 человек. И они звучали прекрасно. Международное жюри будет обращать внимание на слаженность коллектива, на уверенность. Причем в нашем жюри не только профессионалы. Есть и музыканты-любители, которые не будут судить свысока, а смотреть на общее впечатление, которое производит хор. Господин Тич, за всю историю хоровых игр вы наблюдали выступления хоров практически всех стран мира. Что нужно сделать конкурсанту, чтобы по-настоящему вас удивить? Я очень люблю фольклор. Мне интересно смотреть на национальные традиции, ведь народное хоровое пение передается из поколения в поколение, и благодаря этому ты проникаешь глубоко в культуру той страны, которую представляет участник. С другой стороны, мне нравится и духовная музыка, особенно григорианские напевы. И еще меня восхищают детские хоры. На выступлении ты видишь их эмоции, улыбки. Для хоровых коллективов уже само участие в конкурсе является наградой. Но все же, что дает победа во Всемирных хоровых играх? Ну, во-первых, это незабываемый опыт. На Всемирных хоровых играх, помимо выступлений, проводится много мастер-классов по хоровому искусству. Здесь можно выучить новые методы пения, открыть для себя новые жанры. Помимо всего прочего, хоры, которые принимают участие в наших конкурсах, попадают во Всемирный хоровой рейтинг. Там места распределяются от 1000-го к 1-му, в соответствии с полученными баллами. И в будущем каждый коллектив старается в этом рейтинге подняться на ступеньку выше. Это отличный стимул для любительских хоров. Спасибо за ваши ответы.
Я напоминаю, что сегодня в нашей выездной студии в Сочи был президент Всемирных хоровых игр Гюнтер Тич. До встречи в эфире.